Утреннее солнце мягко пробивалось сквозь листву, освещая просторный особняк. После ночного отдыха Тутен чувствовала себя лучше, но в ее душе все еще было много мыслей. Тем временем, в другом углу дома, секретарь Туана внимательно наблюдала за происходящим. Ее явно не устраивало то, что Тутен получает столько заботы и внимания, поэтому она сразу же позвонила матери Туана. «Тетя! В последнее время с Антваном что-то странное происходит. Он привел в дом какую-то незнакомую девушку, заботится о ней, и, кажется, она даже ночевала здесь». На другом конце провода несколько секунд стояла тишина, а затем раздался низкий, но властный голос. «Хорошо, я сейчас же приеду». Не прошло и часа, как у ворот особняка остановился роскошный автомобиль. Мать Туана вышла из машины, а водитель занес ее багаж в дом. С собой она также принесла большую корзину с подарками и поставила ее прямо на рабочий стол сына. Зайдя в дом, она увидела, что Туан сидит на диване и просматривает документы. «Мама приехала!» Туан поднялся и с легкой улыбкой встретил мать после ее долгого путешествия. Она села в кресло, вздохнула и поинтересовалась. «Как у тебя дела на работе? Все идет по плану?» «Да, все в порядке. Проекты продвигаются хорошо». Они обсудили рабочие вопросы, пока мать не сменила тему, внимательно посмотрев на сына. «А что насчет той девушки, которую ты привел в дом?» «Секретарь мне уже все рассказала». Туан слегка нахмурился, но его голос остался спокойным. Она не посторонняя. Ее зовут Тутен, и у нее сложная судьба. Бывший муж и его семья плохо с ней обращались, и ей просто некуда было идти. Я всего лишь хотел помочь. Мать Туана на мгновение задумалась, затем встала. «Покажи мне, где она». Когда она вошла в комнату, Тутен все еще отдыхала, ее лицо оставалось бледным. Но вместо недовольства или осуждения в глазах женщины появилось сочувствие. Она подошла ближе и осторожно приложила руку к колбу девушки, проверяя, нет ли у нее температуры. Этот жест удивил Тутен, но в то же время вызвал у нее ощущение тепла и успокоения. «Отдыхай, не волнуйся ни о чем. Здесь никто тебя не осуждает». Когда Тутен почувствовала себя лучше, она решила чем-то помочь, чтобы выразить свою благодарность. Она аккуратно заправила постель, прибралась в комнате. Пусть это было всего лишь небольшое дело, но так она хотела показать, как ценит ту заботу, которую ей оказали. Туан отправился на стройку, как обычно. Сегодня у него было много участков, которые требовалось лично проверить и проконтролировать. По дороге его секретарь сидела на пассажирском сиденье, быстро перелистывая документы и записывая важные моменты для отчета. Туан сосредоточенно вел машину, но внезапно заметил мужчину, стоящего у обочины и подающего знак «Остановиться». Несмотря на свою занятость, он, следуя своей доброй натуре, без колебаний затормозил. «Здравствуйте, вам нужна помощь?» Мужчина, которому было около 50 лет, выглядел уставшим, его лицо покрывал пот. Он тяжело дышал и хрипло ответил: «Моя машина сломалась, а до дома еще далеко. Не могли бы вы подвезти меня немного?» Туан кивнул без раздумий. «Садитесь, я вас подвезу». Всю дорогу мужчина рассказывал о своих жизненных трудностях. Когда они добрались до места, он несколько раз поблагодарил Туана, но тот лишь с легкой улыбкой попрощался и поехал дальше. Прибыв на стройку, Туан сразу же вышел из машины и приступил к работе. Секретарь следовала за ним, фиксируя важные моменты, пока он обсуждал детали с руководителем проекта. Как идет строительство? Менеджер стройки ответил: «В целом все в порядке, но фундамент в зоне Б требует дополнительного укрепления. Почва там довольно слабая, и если не принять меры сейчас, это может повлиять на качество в будущем». Туан на мгновение задумался, а затем твердо сказал: «Приступайте немедленно. Я не хочу, чтобы в будущем возникли проблемы». После проверки ключевых участков Туан и его секретарь направились в жилую зону рабочих. Он хотел убедиться, что условия их проживания и работы остаются комфортными. Общежитие было чистым и оборудованным, но еще оставались моменты, которые требовали улучшения. Запишите это. К концу недели добавим вентиляторы и необходимые вещи. Секретарь кивнула и внесла заметку в блокнот.
Завершив проверку этого объекта, Тон отправился на другую стройку, где ему предстояло обсудить ход работ с еще одним менеджером. Здесь он вместе с инженерами обсуждал методы строительства, проверял состояние грунта и другие факторы, влияющие на сроки реализации проекта. Несмотря на плотный график, он всегда сохранял профессиональный подход и внимательность к деталям. После долгого рабочего дня все шло по плану, атмосфера в команде становилась более уверенной и спокойной. Хотя день был насыщенным, Туан испытывал удовлетворение, видя, что все движется в правильном направлении. Мать Туана ушла из дома рано утром, чтобы пойти на рынок. Несмотря на достаток в семье, она всегда предпочитала лично выбирать свежие продукты. Сегодня было так же. Она неторопливо проходила между рядами, тщательно выбирая товары и перекидываясь парой слов с продавцами, которых давно знала. Когда она выбирала овощи, вдруг услышала знакомый голос. Обернувшись, она замерла перед ней. Стояла ее старая подруга молодости, свекровь Тутен. Обе женщины с удивлением посмотрели друг на друга. Они не виделись долгие годы и никак не ожидали столь неожиданной встречи. «Не могу поверить, что встретила тебя здесь», – с улыбкой сказала мать Сиео, подходя ближе. Свекровь Тутен сначала растерялась, но потом тоже улыбнулась. Вот уж не ожидала. «Сколько лет прошло? Как ты поживаешь?» Они оживленно заговорили, вспоминая прошлое. Мать Сию предложила подруге зайти к ней в гости, чтобы продолжить разговор в более уютной обстановке. Когда они вошли в особняк Туана, свекровь Тутен не смогла скрыть своего восхищения. Она оглядывалась по сторонам, ее глаза блестели от восторга. «Какая красота! Такое богатство! Вот это жизнь!» Она прошла по гостиной, заглянула на кухню, а затем с любопытством посмотрела в сторону лестницы, словно оценивая состояние дома. Даже будучи гостьей, она вела себя слишком свободно, будто изучала чужое имущество. После небольшой экскурсии они сели за стол и продолжили разговор. Но все резко изменилось, когда свекровь Тутен увидела ее, убирающей в углу комнаты. Она замерла, а затем ее лицо исказилось от злости. Ее голос резко прозвучал по всему дому. «Это дрянь! Что ты здесь делаешь?» Тутен вздрогнула. Она обернулась и увидела, как ее бывшая свекровь бросилась к ней. «Ты смеешь прибиваться к этому дому? Хочешь соблазнить ее, чтобы жить в роскоши?» Тутен в испуге отступила назад, а мать Сиео поспешила вмешаться. «Успокойся, давай поговорим спокойно». Но свекровь Тутен даже не думала останавливаться. Она резко потянулась к девушке, пытаясь схватить ее за руку. «Собирайся, я не позволю тебе позорить нашу семью». Тутен дрожала, но все же попыталась говорить спокойно. «Я ничего плохого не делаю, я просто работаю здесь, я ни за кем не бегаю». Но ее бывшая свекровь не слушала, продолжая выкрикивать обвинения и пытаться вытолкнуть ее из дома. Тогда мать Туана жестко вмешалась. «Хватит! Если ты продолжишь устраивать сцены, я этого так не оставлю». Атмосфера в доме накалилась до предела. После напряженного столкновения с бывшей свекровью Тутен почувствовала головокружение. Мать Сио сразу заметила ее состояние и бережно помогла подняться в комнату, чтобы она могла отдохнуть. «Просто полежи и не думай ни о чем лишнем». Затем она спустилась на кухню и лично приготовила кастрюлю горячей рисовой каши. Несмотря на наличие слуг, ей хотелось сделать это самой, чтобы проявить заботу. Когда каша была готова, она принесла ее в комнату и аккуратно поставила поднос на стол. Тутен уже очнулась, но в ее глазах все еще читалась усталость. «Поешь немного, станет легче». Она посмотрела на тарелку с кашей и в груди вдруг защемило. Она всегда мечтала о семье, где есть забота и тепло, о свекрови, которая относилась бы к ней с пониманием. Но в ее прошлом браке ей достались лишь унижение и страдания. Медленно она взяла ложку и начала есть. Мать Сиео не спешила уходить, она села рядом и мягко сказала: «Не беспокойся о том, что произошло. Здесь никто тебя не осуждает». Тутен опустила взгляд и тихо произнесла: «Я принесла вам только неприятности.
Не хотела доставлять столько хлопот. Женщина ласково положила руку на ее ладонь. Помогать человеку – это не хлопоты. Мы делаем это не потому, что боимся проблем, а потому, что хотим помочь. Поев, Тутен почувствовала, как тяжесть на душе немного ослабла. Но чувство вины все еще не отпускало ее. Вскоре Тон вернулся домой. Увидев его, Тутен сразу опустила голову и тихо сказала: «Простите, я принесла вашей семье проблемы». Тон нахмурился и ответил серьезным тоном: «Ты ни в чем не виновата. Виноваты не ты». Но прежде чем он успел добавить что-то еще, снаружи послышался резкий сигнал машины. У ворот особняка появилась свекровь Тутен, а рядом с ней стоял Щен, ее бывший муж. Как только ворота открылись, они с яростью ворвались в дом. «Ты все еще здесь, дрянь!» – гневно выкрикнул Щен. Его мать, указывая на нее пальцем, кричала: «Собирайся и немедленно возвращайся домой! Хватит позорить нашу семью!» Тутен в страхе отступила назад, но Туан тут же встал перед ней, защищая. «Она больше не имеет к вам никакого отношения. Если будете продолжать устраивать сцены, я вызову полицию». Чен зло сверкнул глазами, но понимал, что здесь ему не удастся вести себя так, как прежде. Они больше не могли заставить ее вернуться. Разъяренные, но бессильные Чен и его мать вышли из дома, бросая напоследок угрозы и злые слова. Когда все успокоилось, Туан сел напротив Тутен в гостиной. Его взгляд был задумчивым, но в нем не было ни упрека, ни раздражения. Он просто хотел, чтобы она поняла. Ей не нужно справляться совсем в одиночку. «Ты можешь спокойно оставаться здесь. Я защищу тебя, не бойся их угроз». Его голос был глубоким и уверенным. Но Тутен лишь опустила голову, ее мысли метались. «Я чувствую себя виноватой перед вашей семьей. Не хочу больше никого обременять. Она принесла слишком много проблем. Она знала, что ее бывший муж и его мать так просто не отступят. И она не хотела вовлекать в это других. Несмотря на заботу матери Туана, несмотря на то, как сам Туан не раз вставал на ее защиту, глубоко внутри она все еще не считала себя достойной этой помощи. Всю ночь она ворочалась, не в силах заснуть. И в конце концов приняла решение. До рассвета в тишине она села за стол, взяла ручку и начала писать письмо. Она аккуратно выводила каждую букву, стараясь выразить то, что не могла сказать вслух. «Антуан, я безмерно благодарна за все, что ты и твоя семья сделали для меня. Эти дни были чем-то, о чем я даже не мечтала. Забота, защита. Но я понимаю, что не могу вечно быть для вас обузой. У меня нет ничего, и я не могу отплатить вам за вашу доброту. Я могу только сказать спасибо и надеяться, что однажды стану сильной, чтобы стоять на ногах самостоятельно. Прости за те неприятности, что я вам причинила. Желаю тебе и твоей семье мира и благополучия». Она аккуратно сложила письмо и оставила его на столе. Затем тихо собрала свои немногочисленные вещи, убрала за собой постель. Когда Туан вернулся домой, его охватило тревожное предчувствие. Он вошел в гостиную и громко позвал: «Тутен?» Ответа не было. Дом был пугающе тихим. Его сердце сжалось, и он бросился наверх, в ее комнату. Но там никого не было. Только аккуратно сложенное письмо на столе. Он поднял его, пробежал глазами по строчкам. Его лицо стало мрачным, пальцы крепче сжали бумагу. Она ушла. Снаружи небо светлело, а Тутен уже вернулась в свою маленькую пещеру. Она сидела у входа, задумчиво глядя вдаль. Тепло, которое она почувствовала за эти дни, оставило в ее душе след, и она чувствовала легкую грусть. Но она знала, что не может вечно прятаться. Ее судьба была слишком жестокой, и ей предстояло встретиться с ней лицом к лицу. Cái nhà này không chứa chấp loại đàn bà như thế. Sự khinh miệt ấy mở đầu cho cuộc tranh cãi gay gắt. Trưởng thôn Trấn An đề nghị chia tài sản công bằng, cho cô một phần gia súc như trâu, heo, gà để có vốn sống. Tuy nhiên Chiến, người chồng cũ, lạnh lùng tuyên bố: cô ta đã ra khỏi nhà này thì đừng mong lấy đi bất cứ thứ gì. Lời nói của gã càng làm không khí căng tràn. Khi mẹ chồng hùa theo, lớn tiếng cấm đoán cả trưởng thôn và Tử Tiên. Dưới sức ép từ gia đình Chiến, dù trưởng thôn đã cố gắng giúp đỡ nhưng cũng chỉ biết bất lực. Tử Tiên đứng đó, lặng lẽ nhìn chồng cũ và cảm nhận rằng từ nay mọi thứ đã chấm dứt. Không còn mái nhà, không còn tài sản, không còn chút tình nghĩa xưa, chỉ còn lại nỗi đau chát đắng. Quyết định chia ly với quá khứ, Tử Tiên siết chặt chiếc áo cũ kỹ
cúi đầu và quay lưng rời đi. Trưởng thôn, mặc dù đầy tiếc nuối, chỉ biết theo bước chân cô để lại sau lưng một gia đình bạc bẽo.